Всем привет! Меня зовут Катя, и я очень рада, что вы заглянули на мой канал. В сегодняшнем видео покажу, как сделать вазы из очень доступных материалов. Можно даже сказать, буквально из мусора. Ну а прежде чем приступить к их изготовлению, хотела бы познакомить вас с новым, очень достойным DIY каналом. Всем привет! Меня зовут Екатерина, и я приглашаю вас к себе на свой начинающий творческий канал «Всего понемногу». Здесь я делюсь своими идеями о том, что можно сделать своими женскими ручками. Также показываю идеи декора для дома из обычного хлама, так сказать, красота из мусорного ведра. На моем канале можно увидеть декор кружек полимерной глины, повторить и подарить такую кружку своим близким. Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? В общем, ребят, приглашаю на свой канал. Давайте творить и сотворять вместе. Ссылка на канал «Всего понемногу» будет в описании. После просмотра моего видео обязательно загляните на канал к Екатерине, подписывайтесь и передавайте от меня привет. Начну с круглой вазы. Для ее основы мне понадобится шарик, оклеенный в технике папье-маше. Так будет легче понимать, где закончился предыдущий слой, чтобы не допускать больших проплешин. Я советую делать не меньше 5 слоев, чтобы основа была достаточно прочной. Дно вминаю вовнутрь, для того, чтобы ваза была устойчивой. В качестве горлышка приклеиваю втулку от скотча. И швы также проклеиваю газетными полосками. Сначала в качестве покрытия я взяла самозатвердевающую глину Кохинор и добавила в нее немного воды, так чтобы она стала менее вязкой и можно было наносить кистью. Второй слой делаю поплотнее. Кистью наносить оказалось не очень удобно, а вот смачивать каждый кусочек и размазывать его по поверхности намного удобней. Периодически смачиваю поверхность водой, чтобы глина не сохла очень быстро. Сейчас очень популярны такие вот вазы натурального терракотового оттенка. И я сначала даже не планировала ее красить. Она довольно долго стояла у меня именно в таком виде, с таким покрытием. Но, к сожалению, глина все-таки потрескалась. Наверное, нужно было наносить более толстый слой. И раз уж так вышло и покрытие все равно нужно переделывать, буду использовать вот такую готовую шпаклевку. Наношу ее довольно толстым слоем, приблизительно 3 мм. И пока она не застыла, прочесываю гребнем с густыми зубчиками. Можно взять, например, пластиковую вилку, но тогда и времени нужно будет потратить больше. Можно было бы оставить ее в таком белом цвете, но я решила подчеркнуть рельеф. Темно-серую акриловую краску разбавила водой, чтобы она хорошо прокрасила все желобки. Одного слоя будет достаточно, мне не нужен очень равномерный цвет. После высыхания все выступы счищаю неострым ножом. Ваза готова, и осталось покрыть ее 2 слоями акрилового лака. А для второй вазы мне понадобится бутылка. Моя бутылка пластиковая, но желательно брать стеклянную, так ваша ваза будет более устойчивой. И желательно, чтобы у бутылки была хоть одна плоская сторона. Моя бутылка от шампуня и отлично мне подходит по форме. Обвожу ее силуэт на бумаге, чтобы сделать выкройку нужного размера. И вырезаю, сложив заготовку пополам, чтобы она была симметричной. Наверное, вы не раз видели такие трендовые вазы с лицом.
И мне на Pinterest они попадались довольно часто, поэтому я решила и себе такую сделать. Ведь тут совершенно нет ничего сложного. После того, как обвела выкройку на бутылке, придаю объем из пищевой фольги. Надбровные дуги и нос делаю более объемными, а вот на лоб приклеиваю очень тонкий слой фольги. Как видите, я эту вазу делала еще перед Новым годом, но постоянные праздники не давали мне выпустить это видео. И вот когда уже весь тематический праздничный декор выпущен, наконец-то могу поделиться с вами и этой идеей. Чтобы выровнять рельеф мятой фольги и заодно укрепить стенки бутылки, оклеиваю ее газетами. Тут 2 слоев будет вполне достаточно. Для того, чтобы закрыть резьбу на горлышке, наклеиваю кусочек втулки от фольги. Все точно так же, как и с первой вазой. И снова буду использовать всю ту же самозатвердевающую глину, разбавленную водой. Здесь я также наносила 2 слоя. И как видите, на такой небольшой поверхности все хорошо. Бутылка не пошла трещинами. После высыхания мелкие неровности зашкуриваю наждачкой. Крашу такой же темно-серой акриловой краской. Я хочу, чтобы мои вазы сочетались между собой по цвету. Тут мне уже понадобилось 3 слоя, чтобы цвет был равномерным. После высыхания зубной щеткой разбрызгиваю белую краску. И также покрываю 2 слоями акрилового лака. Мне очень нравится, как в таких вазах смотрятся разные сухоцветы. Но продаются они далеко не везде, и я решила сделать их имитацию. Для этого я купила вот такие самые обычные искусственные цветы и пластиковые пальмовые листья. В основном они таких яркучих, ненатуральных оттенков. Это ярко-зеленая листва мне не понадобится, а вот сами цветы буду красить аэрозольной краской. Я красила на балконе, потому что запах у нее просто невыносимый. Распыляла тонкими слоями с промежуточной просушкой где-то 10-15 минут. Одного баллона как раз хватило, чтобы припылить эти яркие неестественные цвета. К искусственным цветам добавлю еще цветов из гофробумаги. Это бумага итальянского производства плотностью 180 грамм. Я также постараюсь сделать цветы, которые будут напоминать сухоцветы. Поэтому сегодня буду использовать исключительно 603 цвет. Вот этот цветок я делала на основе мастер-класса цветка протеи, но немного изменила количество, размер и способ обработки лепестков. Для основы можно взять пенопластовую заготовку в форме яйца или скрутить такую основу из фольги. Ее размер где-то 5 на 3 сантиметра. Она получается довольно тяжеленькой, поэтому для стебля беру двойную проволоку. Чтобы фольга не проглядывала, сначала оборачиваю ее бумагой. Первым делом нарезаю бахрому из квадратов 5 на 5 сантиметров. Можно вырезать просто длинную полоску бахромы, но квадраты просто будет удобнее приклеивать. Первые 3 штуки приклеиваю на таком уровне, чтобы бахрома на 1,5-2 сантиметра выступала над верхней части заготовки. Второй ряд располагаю где-то на сантиметр ниже. И третий ряд еще ниже на сантиметр. Делаю более плавный переход между ярусами. Ну а теперь сами лепестки. Верхний край скругляю, а нижний зауживаю. Должна получиться форма вытянутой капельки.
Кончики крашу темно-коричневым фломастером. Хочу их сделать как будто немного подвявшими. Фломастер не прокрашивает бумагу полностью, поэтому я смачиваю кончики водой, чтобы чернила расплылись и прокрасили рельеф бумаги. От влаги края лепестков немного подкрутились, и чтобы их случайно не разгладить, я оставила их сохнуть естественным способом. Первыми приклеиваю самые длинные лепестки, так чтобы они где-то на сантиметр выступали над бахромой. И еще одни очень простые цветочки-колокольчики. Отрезала полоску шириной 2,5 см. Длина может быть абсолютно любой, от нее будет зависеть только количество лепестков. Эту полоску с обеих сторон окрашиваю все тем же фломастером. Специально делаю неравномерные полосы, чтобы каждый лепесток получился неповторимой окраски. Склеиваю по 2 треугольника между собой уголками вниз. Приклеиваю тычинки и заклеиваю края, образую воронку. Растягиваю края, и у меня получается вот такой колокольчик. Для веточки их понадобится довольно много. Точное количество я даже не считала. Они вообще хорошо дополняют любые композиции, нужно только подобрать подходящий оттенок. Мне удобнее заготовить их заранее, а уже потом собирать ветку. Остальной стебель также тейпирую и приклеиваю веточку окрашенных ягодок. И последнее, что мне хотелось бы добавить в свою композицию, это большие тропические листья. Лист делаю точно так же, как обычно. Отличается только его размер. Беру большой прямоугольник 16 на 20 сантиметров. Разрезаю по диагонали и разворачиваю треугольники так, чтобы направление гофры имитировало прожилки листа. В середину вклеиваю проволоку для того, чтобы лист хорошо держал форму. Подравниваю края, а в середине вырезаю отверстия, такие же, как у листьев монстеры. По краям делаю разрезы разной длины. Тонирую несколькими оттенками коричневой краски, смешивая их между собой. Немного растягиваю, чтобы придать краям волну. И если вам это видео понравилось, то поддержите его, пожалуйста, лайком. А если еще не подписаны на мой канал, то можете сделать это прямо сейчас. Напоминаю, что в описании оставила ссылку на DIY канал «Всего понемногу». Там как раз сегодня вышло новое видео, и самое время его посмотреть. Ну а я говорю вам пока, совсем ненадолго, и до скорой встречи!